Разберемся с флажолетами. Все знают основные флажолеты на середине струны. Вот соль, ре, ля, ми. Это середина струны. Ее чуть-чуть касаясь пальцем прижимаем. И звучит, ну, в принципе, та же нота, как если вы прижмете палец. Но так она звучит по-другому. Более воздушная, как флейточка. Да, более легко, другой тембр. Но не все знают, что у нас есть еще много других натуральных флажолетов. Вот, и обычно видят квадратики такие в нотах, люди пугаются, что это такое, как это играть. Сейчас разберем натуральные флажолеты, другие, кроме вот этих 4. Будем разбираться. Я сама на них не всегда попадаю, они так непривычно находятся немножечко между нот. Мы пойдем по струнам, на каждой струне вот выясним, какой флажолет есть что. Если видите квадратик на ноте ре, значит, что ноту ре не надо дожимать, а легонечко вот так вот прислонившись к струне, легонечко зажав, вы услышите вот эту ноту ре. Ну, с таким флейтовым тембром. Дальше этот же флажолет, эта же нота есть у нас здесь. Дальше следующая нота ре. На соль струне она играется здесь. Ее можно сыграть здесь. И вот она аж где. Очень высоко. Вот она очень высоко, аж за грифом. Дальше на соль струне у нас есть нота вот эта си. Ее можно сыграть здесь, на ноте си, на ноте ми, на ноте си. И вот эта нота соль флажолетом, она у нас на струне соль здесь, на до и здесь. Да, ну это редко используются, конечно, такие положения флажолетов. Дальше все то же самое у нас есть на ре струне, то есть на ре струне на квинту выше нота ля, вот эта нота ля, ее можно сыграть здесь флажолетом и там, где ля. Потом есть нота, сколько тут добавочных, раз, два, 4 добавочных. Нота ля, она у нас находится на ноте фа, на ре струне и на ноте ля. Вот здесь. Потом нота фа диез, она находится здесь. Здесь на си, здесь на фа диез и здесь. Видите? Чуть-чуть по-разному звучит, тембр чуть-чуть меняется, но это одна и та же нота. Вот эта нота. Дальше нота ре. Вот эта нота ре. На ре струне флажолета она здесь и здесь. Ля струна, нота ми. Вот эта нота ми. Флажолетом на ля струне на ноте ми и на ноте ми. Ну, на ми струне поярче, конечно. Может быть, для звукоизобразительности как раз нужно более как бы туманно так сыграть, не так ярко, тогда вот этот флажолет используется. Дальше, господи, сколько же тут линеечек? Раз, два, три, 4, 5, 6 добавочных. Лайфхак, как считать линеечки. Обычно трезвучие мы считаем. Ля, до, ми, соль, си, ре. Ля, до, ми, соль, си, ре. И на дне еще нота, значит, это нота ми. Нота ми считается, играется также на струне ля вторым пальцем, на ноте до. Да, ультразвуки пошли. И здесь. Тут уже практически смычку некуда деваться, что его пальчик поджимает. Вот эта нота ми
Дальше до диез. Вот, играем ноту до диез. Она на ноте до диез. На до струне. То есть чуть-чуть выше на самом деле, чем если мы поставим до диез, он будет между до диезом и ре. Ну тут везде так, не совсем точно до диез, чуть-чуть выше. Дальше на ноте си, извините, на ноте фа диез дальше. На ноте до диез. И на ноте до диез. И дальше ля, до, ми, соль, нота ля опять у нас идет на третьем пальце, на ноте ре. Ре. Вот, мы слышим вот эту ноту ля. И здесь. И то же самое на ми струне, здесь вообще с полосочками добавочными страшно. Я вот специально их оставила, чтобы представить себе, что это вообще за ноты. Идет у нас нота си. Вот это нота си. Вот она флажолетом. И на этой же ноте си она флажолетом играется. И на си. Потом еще одна нота си здесь. Ну, вообще низкая, да, прям бас. И здесь. Потом нота соль диез, на ноте соль диез, на ноте до диез, на ноте соль диез. И на соль диез. И еще одна нота ми на ля, на ми струне. Вот она ля. Вот эта же нота и звучит. Ее можно сыграть просто нотой, можно флажолетом. Ну, немножко разобрались. Будет еще видео про искусственные флажолеты отдельно, чуть позже.